Всех приветствую на очередном видео по нейтралити. Не буду медлить, сразу начнем с изменений и новых приколдесов в следующем обновлении. Ну, а начнем мы сразу с крупного изменения. Это то, что старый моб странствующий торговец Илладжеров был заменен на более нового, проработанного командира наемников. Он также будет торговать рандомными боксами, но при этом будет торговать еще и наемниками. Сейчас я расскажу о функции, которую не рассказал в прошлом видео. Это то, что теперь можно, грубо говоря, вылечивать своих наемников, просто кликнув по ним медикаментом. Для наемников была добавлена своя отдельная ветка развития, и их теперь можно развивать самостоятельно. Более мелкое, но не менее важное изменение, это то, что теперь бомбочками можно кидаться подряд, но при этом с особенным, так сказать, тикрейтом. То есть надо подождать около примерно 2-3 тактов, чтобы можно было кинуть следующую бомбочку. Это нужно для того, чтобы при игре на серверах у вас ничего не вылетало и ничего не ломалось. А следующее изменение заключается в том, что немного была переработана наша мистическая статуя. Теперь нету более противного звука, он приглушен и его вообще почти не слышно. Поговорим о технической составляющей. Это то, что я переработал все текстуры, и теперь у них абсолютно новые идеи. Теперь, если вы захотите изменить текстуру, то найти старую будет намного легче. То есть раньше текстуры назывались как попало, а сейчас это исправлено. Тег нейтрал доступен прямо в папке самого мода, то есть открывайте мод, в тегах он лежит, и можно туда добавить свою кастомную сущность. Это делается всего пару кликов, но, конечно, это сделает только знающий человек. Поэтому, если вы соображаете немного в моддинге, то для вас это не составит труда. Теперь все блоки и предметы отображаются в рамках нормально. Раньше иногда с Optifine могли возникнуть проблемы. Теперь этого не будет. Переработанная текстура колбасы, теперь она выглядит более нормальная и, грубо говоря, по-майнкрафтовски. Раньше она выглядела просто ужасно. Также была переработана текстура Redstone ядра, теперь она выглядит намного лучше и более ванильно. Также я решил изменить полностью интерфейс нашего блока репутации. Теперь у нас не 2 страниц, как привычно, а появились подсказки, которые показывают, что вообще за что отвечает. Это очень удобно. Еще также появилась специальная кнопка, которая будет показывать репутацию не просто в блоке, но еще и на главном экране. То есть вот слева в углу вы можете это наблюдать. Ну, а сейчас я расскажу об очень важном изменении. Тут даже несколько изменений, они все связаны с термальной печью. Допустим, теперь дым не беспорядочно где-нибудь появляется, а ровно над трубой. А также одно из самых главных нововведений это то, что теперь термальную печь можно поворачивать во все стороны света. И она при этом будет нормально функционировать и работать. Это было достаточно сложно реализовать, но я все же смог. Ну, а следующее изменение заключается в том, что теперь броня Иllager'ов не будет давать пассивный эффект, просто находясь у вас в инвентаре. Теперь обязательно ее носить. Грубо говоря, это был такой баг серьезный, но теперь пофикшен. То есть вам теперь не только надо находиться рядом с Illager'ом, но и при этом быть обязательно в броне, чтобы эффекты на вас накладывались. Ну, а сейчас я вам покажу такую небольшую таблицу по готовности рас вообще в нейтралити. Тут по графику можно разглядеть, какая раса на сколько процентов готова и как близко она к релизу. То бишь, насколько она вообще готова. Еще одно крупное изменение заключается в том, что раньше все блоки на карте отмечались как-то серо, только некоторые были цветные. А теперь я полностью изменил, причем задействовал для этого ванильные цвета на карте, чтобы с Optifine опять же можно было совмещать. И теперь оно все выглядит просто прекрасно.
И последнее изменение — это то, что теперь с разделителей будет при смерти выпадать платиновый сплав в размере одной штуки. Это очень выгодное такое, так сказать, изменение, если вы играете за жителей. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ждите следующих изменений. Само обновление должно выйти уже в середине июля. Всем удачи, всем пока.